чаще густого леса порой ощущаешь себя как в прошлом. Воздух чистый и свежий, наполненный ароматом земли, хвои, листьев, цветов. Нет шума цивилизации, лишь таинственные шорохи и пение птиц. В действительности доисторические леса были совсем другими. В самых древних не пели птицы, а деревья скорее можно сравнить с химерами из другого мира. Хотите постоять в тени такого себе сельдерея-мутанта выше многоэтажного дома? Обнять крепкие стволы гигантов, похожих на сосны, но с листьями папоротника? Для этого придется как следует поколесить по доисторической земле в поисках суперлесов. Там можно увидеть много неожиданных и удивительных вещей. Главное не заблудиться. В древних чащах не работает GPS, да и обычные компасы не подойдут. Земля нередко меняла магнитные полюса, и стрелка только запутает нас в зарослях во время путешествия. Что ж, на такой случай существуют народные методы. Мох, например, обычно находится с северной стороны камней и растений, а с южной стороны, на коре деревьев, можно найти больше смолы. Мы опытные путешественники, и наверняка с этим разберемся. Но в какой эпохе искать суперлеса? Если брать историю планеты в целом, то большую часть 4,5 миллиарда лет деревьев не существовало. Они появились 470 миллионов лет назад в виде мхов, лишенных прочных корней. А первые сосудистые растения возникли на 50 миллионов лет позже и не поднимались над поверхностью выше 1 метра. Возникновение сосудов-трубочек, которые переносят воду и минеральные вещества от корней к листьям, помогли им постепенно увеличиваться в размерах. И листья с настоящими корнями здесь тоже не являлись обязательным условием. Считается, что первыми сосудистыми растениями были папоротниковые, которые не имели листьев. Они перегоняли питательные вещества только по стеблю, хотя это считается менее эффективным способом. Лишь со временем самые продвинутые растения обзавелись мощными корнями и многочисленными листьями. Это позволило некоторым из них вытянуться вверх на 50 и более метров. Сейчас подобный великан полностью затенил бы 15-этажный дом, впечатлит любого. Но как ученые смогли так далеко заглянуть в прошлое растений? Следы доисторической флоры, называемой ископаемыми растениями или фасилиями, находят в осадочных породах, угле, сланцах, известняке. Там прячутся отпечатки листьев, стеблей, семян, спор, пыльцы, а также окаменевшие части зеленых обитателей планеты. Правда, здесь возникает еще один вопрос: как хрупкие растения могут превратиться в камни? Палеонтологи поясняют, что органические останки деревьев и кустарников со временем замещаются минералами. Так образуются окаменелости, которые сохраняют форму и структуру растения. К тому же ученые используют различные современные методы изучения ископаемой флоры, включая микроскопию, химический анализ и 3D-моделирование. Это очень сложный и длительный процесс. Возьмем для примера микроокаменелости бактерий или пыльцы, которые невозможно рассмотреть и изучить невооруженным глазом. Палеонтолог Уильям Шопф опубликовал статью о микроокаменелостях микробов, обнаруженных в начале 90-х годов XX века. Шопф утверждал, что следы датируются периодом 3,46 миллиардами лет назад. На то время это были одни из самых древних окаменелостей. Однако не все исследователи разделяли точку зрения Шопфа. Некоторые утверждали, что так называемые окаменелости – это обычные минералы, которые выглядят как биологические образцы. Лишь спустя почти 25 лет Шопфу удалось подтвердить свои выводы. Он выделил из пород нужные изотопы углерода, которые указали на микробное происхождение окаменелости. Но иногда ученым попадаются не крошечные микробы или пыльца, а целые ископаемые леса. Недавно обнаружен массив деревьев возрастом 386 миллионов лет. Это самые древние на сегодняшний день окаменелости доисторического леса. Прекрасно сохранившиеся отпечатки корней крупных деревьев откопали в заброшенном песчаном карьере возле городка Каир, штата Нью-Йорк. По мнению палеоботаников,
Они были частью огромного леса, который произрастал здесь в Девонском периоде. Исследование также показало, что древнейший на планете лес был уничтожен наводнением. На это указывают находки в тех же слоях окаменелостей рыб. Возможно, именно благодаря тому, что корневая система растений законсервировалась в бескислородной среде морских осадочных отложений, она так хорошо сохранилась. В древнем лесу росли по меньшей мере два вида деревьев. Первый относился к древовидным хвощам, второй представляет собой крупные растения с древесным стволом и плоскими папоротниковидными листьями. Они обладали мощной и разветвленной корневой системой, отпечатки которой увидели ученые. Длина отдельных корней достигает 11 метров, толщина – 15 сантиметров. По виду это тоже были удивительные растения. Некоторые деревья выглядели как стебли сельдерея, которые возвышались на 10 метров над поверхностью. Другие напоминали сосны, но с волосатыми, похожими на папоротник листьями. Третьи – пальмы с корнями-луковицами и ветками, как у папоротника. Девонский лес, очевидно, тянулся вдоль поймы реки, которая изменялась в зависимости от времени года. Из-за подобных подвижек он не успевал вырасти таким высоким, пышным и густым, как современные чащи. И все же это первый период, где нам стоит поискать суперлеса. Девон, четвертый период палеозойской эры, начался 419 миллионов лет назад и продлился 60 миллионов лет. Тогда Землю покрывали редкие невысокие массивы растений. Тем не менее, палеонтологи называют это временем силурийско-девонской наземной эволюции или девонским взрывом растительности. Его сравнивают с кембрийским взрывом животной жизни, только в отношении растений. Наземная флора еще в силурийском периоде начала распространяться по суше и постепенно усложняться, а уже в Девоне все происходило стремительнее. На Земле тогда было тепло, но в основном сухо. Практически по всей планете распространились тропики. Болотистую местность, которая еще во многом сохранялась, заселили гигантские хвощи, клубневые мхи, сосудистые споровые. Среди последних преобладали папоротники и плауны, которые сильно отличались от нынешних. Большинство из них были настоящими великанами. Так плауны могли вырастать до 40 метров в высоту. Однако у этих многочисленных споровых уже обозначились мощные конкуренты. Семенные растения быстро распространялись по земле, завоевывая новые территории. В то время появились первые семенные папоротники, а также растения с корнями и листьями. В их число входила очень многочисленная группа археоптеридалей, первых дальних родственников нынешних хвойных и псевдоспорохналей, похожих на пальмы. Археоптеридалии, вероятно, имели куда более обширные корневые системы, чем псевдоспорохналии, потому лучше переносили засухи. Одновременно с распространением растений по суше большинство видов и дальше увеличивалось в размерах. Этому, вероятно, способствовало появление у растений твердых длинных нитей сложной формы. Подобные структуры сделали зеленых обитателей Девона более устойчивыми к засухам. К тому же тогда впервые появились растения с одревесневшими стеблями и еще более сложными ветвистыми корневищами, чем раньше. Ученые считают, что развитие корней позволяло получать максимальное количество воды. Так растения переживали жестокие засухи, которых хватало в течение силурийского и девонского периодов. Новые представители флоры вместе со старожилами постепенно покрывали планету первыми лесами из примитивных деревьев. Какие растения их населяли? Давайте углубимся в Девонский лес и лучше познакомимся с его зелеными обитателями. Огромные хвощи и плауны будут тянуться в небо вокруг нас. Но в основном девонские леса на всей планете составляли кладоксилеевые древнейшие деревья на планете. Это дальние родственники древовидных папоротников, о которых мало что известно. Однако в 2017 году в Китае были обнаружены ископаемые стволы кладоксилеевых диаметром до 70 сантиметров с сохранившейся клеточной структурой. Ученые сейчас изучают следы древних папоротников, но в целом вид этих растений нам хорошо известен. У папоротников нет настоящих листьев. Их внешне напоминает целая система ветвей, расположенных в одной плоскости. Ветви называют плосковетками, ваями или предпобегами.
Папоротники мы видим в современных лесах. Зато нас наверняка удивят странные пальмы, от маленьких в десяток сантиметров до гигантов ростом в 7-9 метров. Это ватиезы, род вымерших деревьев, широко распространенных во времена Девона. Ветки у них были расположены на вершине ствола, что и делало ватиезы похожими на пальмы. На самом деле оба растения не имели никакой связи друг с другом. Ватиезы принадлежали к тем же кладоксилеевым, а они, как мы знаем, близкие родственники современных папоротников и хвощей. Идем дальше. Нам не придется пробираться сквозь чащу. Мы уже выяснили, что девонские леса были достаточно редкими. Тем не менее, между растениями уже шла жесткая конкуренция за свет, питательные вещества и доступное пространство на суше. Одним из победителей оказались археоптерисы. Они размножались, по-видимому, еще спорами. Но все равно для Девона это было очень продвинутое растение. Великаны с высотой ствола до 24 метров и диаметром до 1,5 метров. Мы обязательно встретим какого-нибудь из этих монстров при прогулке по Девонскому лесу. Их палеонтологам известно более 20 видов археоптерисов. Эти древовидные растения легко спутать с папоротниками-переростками, поскольку их листья напоминали ваи. В отличие от многих обитателей зеленых массивов, археоптерисы имели достаточно развитую корневую систему и еще могли ветвиться по всей длине ствола, а не только на вершине. Среди этих зеленых великанов кипела жизнь. Девон часто называют эпохой рыб. Действительно, бесчелюстные и челюстноротые заселили тогда практически все морские и пресноводные бассейны, достигнув большого разнообразия. Но в то же время на суше распространялись появившиеся еще в силурийский период многоножки, пауки, клещи, насекомые без крыльев. Если наш лес находится рядом с водоемом, то во время путешествия придется быть настороже. Там внезапно можно столкнуться с настоящей химерой. Она выглядела вроде как водное существо с характерным сжатым черепом и гладкой слизистой кожей. Но в то же время с трудом передвигалась по суше на коротких лапах. Это в поисках пищи бродил по прибрежному лесу близкий к земноводным первый примитивный рептилоаморф, подобный крокодилу. Жизнь осваивала сушу, и временами достаточно агрессивно. С неуклюжими рептилиоморфами тоже нужно быть очень осторожными. Они отличались кровожадностью и острыми, как пилы, зубами. К концу Девонского периода появились первые очертания суперконтинента Пангея, но материки еще были отделены друг от друга. Снова началось наступление воды на сушу. Неглубокие моря залили обширные низменности материков. Климат изменился. Из сухого континентального он стал влажным, теплым. Так начался следующий каменно-угольный период, или карбон. Он создал великолепные условия для развития растительности. Густые непроходимые чащи покрыли необразимые пространства суши. Карбон особенно славится своими обширными болотистыми лесами. Там, в бескислородной среде, умершие растения не разлагались, а со временем превращались в твердое вещество – каменный уголь. Потому и геологический период назван каменно-угольным или содержащим уголь. Что мы увидим в этих невероятных лесах? И узнаем ли в них хотя бы отдаленно современное? Последнее, конечно, вряд ли. Карбоновые леса были совсем другими. Вот одна из их многочисленных химер. Сквозь дымку болотных испарений виднелись мегагрибы прототакситес. Зеленовато-синие, коричневые колонновидные великаны порой возносились над землей выше, чем двухэтажный дом. Что касается деревьев, мы по-прежнему не найдем белостволых берез, раскидистых дубов или других известных нам деревьев, не услышим птичьего пения. Всего этого земля пока была лишена. Зато в карбоне флора могла похвалиться невероятно разнообразными древовидными папоротниками, хвощами и плаунами. Некоторые из этих зеленых обитателей планеты были оснащены по последнему слову эволюции. В то время появились первые настоящие семенные растения. Они размножались не спорами, состоящими из одной зародышевой клетки, а многоклеточными семенами. К ним относились семенные папоротники птеридоспермиды и голосеменные кардаиты. Такие породы могли селиться в более сухих местах,
так как особенности их размножения не связаны с наличием воды. Но господствовали на планете легендарные рипидофитовые леса, которые не имеют аналогов в современной природе. Чтобы побродить по их зарослям, придется все время идти по воде. Массивы растений чаще всего формировались на мелководье, где накапливались органические остатки. Пробираться по воде сквозь заросли в сыром туманном воздухе окажется трудно, но невероятно интересно. Нас будет окружать богатая растительность. Мы увидим, как из воды тянутся ввысь гигантские папоротники, древовидные хвощи и плауны. Основную часть их массивов составляли каламиты, лепидодендроны и сигиллярии. Мощные стволы сигиллярии, плауновидного древесного растения, которое размножается спорами, достигали 1,5–2 метров в поперечнике. Их мы узнаем сразу. Кора сигиллярии покрыта своеобразным узором, напоминающим оттиски печатей. Отсюда и название растения от слова «сигулюм», что по латыни означает «печать». Каламиты же по облику несколько напоминают нам хвощи, только на стероидах. Они выросли в десятки раз больше своих современников. В высоту каламиты достигали 80, а иногда и 20 метров. Их центр был полым и скрывался внутри довольно мощного, толщиной до 12 сантиметров, слоя древесины. Среди каламитов мы можем наблюдать и сильно разветвленных зеленых великанов, и почти лишенных ветвей. Их листья тоже были очень разной формы – гладкие и ребристые, продолговатые и иглоподобные. Но это еще не все. Каламиты – единственные среди древовидных растений каменно-угольного периода, овладевшие 2 видами размножения. Первый способ при помощи спор, которые вырабатывались в маленьких мешочках, собранных в шишке. Второй – вегетативный, с участием корневищ, очень похожих по строению на стебле. Вегетативное размножение позволило растениям быстро захватить новые территории, прочно прикрепляясь к неустойчивой почве по берегам рек. Над зарослями папоротников, каламитов и сигиллярий возвышались кроны лепидодендронов, тоже древовидных растений, близких к плаунам. Это настоящие монстры карбона. Они стояли буквально по колено в воде, и, несмотря на это, поднимались над водой еще на 10, 40 и даже 50 метров. В диаметре их стволы нередко значительно превышали метровую толщину. Треугольные листья лепидодендронов тоже были под стать всем его гигантским частям, достигая метровой длины. Так что в этом лесу есть где спрятаться от дождя. Каждый лист растения – огромный зонд, созданный природой, и все они творили с родительским деревом настоящие чудеса. Листья растения постепенно опадали, оставляя на стволе и ветвях новые основания. Дерево приобретало странный, просто фантастический вид. Кора растения оказывалась покрыта как бы крупной чешуей и походила на кожу змеи или аллигатора. За это лепидодендроны называют чешуедревами. Благодаря лепидодендронам под ногами в мелкой воде у нас будет подстилка из коры. Фотосинтез древовидные гиганты проводили не листьями, а периодически опадающей толстой зеленой корой. За это зарослям лепидодендронам дали еще одно имя – коропадные леса. Среди коры и воды вели свою жизнь намного больше животных, чем в предыдущем периоде. Но сначала взглянем вверх. Там крупные стрекозы кружили над стоячей водой. А вот искать взглядом бабочек, пчел, ос не стоит. Эти насекомые питаются сладкими соками цветов, а в карбоне, где мы путешествуем, еще нет цветковых растений. Древовидные папоротники, каламиты, сигиллярии, чешуедревы – голосеменные. У них семена не защищены плодом. Цветковые появятся на Земле спустя много десятков миллионов лет. Так что вернемся с неба на Землю. Там, на мокрой земле, ползают скорпионы и похожие на пауков фалангиды. Но больше всего среди них различных членистоногих. Среди них мы встретим настоящих чудовищ, способных ввести в ступор даже опытных путешественников. Представляете встречу с многоножками метровой длины? Это трудно представить, но такие чудовища существовали в карбоне. Впрочем, в лепидофитовых чащах мы можем найти сюрпризы и покруче многоножек. В болотистых низинах во множестве жили земноводные. Мы увидим, как они копошатся в иле, вползают на упавшие стволы деревьев. Одни из них – архигозавры, родоначальники ящеров, которые напоминали маленьких крокодилов.
Если вдруг мы услышим шум и грохот, а в небо поднимутся фонтаны брызг под давлением чего-то тяжелого, то это может быть еще одно чудовище карбона. Каким вы можете его представить? Похожим на динозавра, слона, бегемота? Заключать пари не стоит, потому что облик монстра не укладывается ни в какие мыслимые рамки. Мы различим сквозь дымку болотистых испарений обыкновенную лягушку, но как бы надутую природой до грандиозного размера. Это антракозавр, действительно далекий предок современных лягушек. Только по размерам обоих родственников невозможно сравнить. Даже головы антракозавров значительно превосходили своими размерами бычьи. И все же карбон знаменит не этими химерными созданиями, а своими густыми лесами. Остатки могучей растительности этого периода мы, как знаем, сохранились до наших дней в виде мощных пластов каменного угля. Но в конце карбона все изменилось. В начале следующего пермского периода произошло крупнейшее отступление моря в истории Земли. Вновь активизировались вулканы, образовались большие пространства суши, во внутренних районах материков климат стал резко континентальным. Произошло значительное оледенение почти всей современной Африки, Австралии и Антарктиды. Постепенно на планете воцарился холодный и сухой климат. Обширные болотистые каменно-угольные леса исчезли. От холода вымерли практически все их гигантские обитатели – плауны, хвощи и папоротники. На освободившихся местах появились и начали активно развиваться более приспособленные для подобного климата голосеменные растения. Однако они только начали заселять сушу и не сразу смогли сформировать новые суперлеса. Они вернулись в следующей эре – мезозойской, которая началась 252,17 миллиона лет назад и продлилась более 185 миллионов лет. Все это невероятно долгое время можно назвать царством удивительных лесов, равных которых больше никогда не было на планете. Этому способствовал климат, хотя в начале мезозоя он был не совсем благоприятным. В первую очередь здесь казалось объединение суши в единый суперконтинент Пангея. В результате климат сравнялся по всему земному шару. У полюсов и на экваторе погода стала практически одинаковой, в отличие от нашего времени. Снежные шапки растаяли, везде стало сухо и жарко. Озера, реки, обширные внутренние моря быстро пересыхали. Однако уже в начале эры началось разделение Пангеи на отдельные материки, которые существуют в настоящее время. Впрочем, в начале процесса это не повлияло на окружающую среду. Первый период, триасовый или триас, продолжался 51 миллион лет. Только 3 месяца в году тогда на Земле длился сезон дождей. Его сменяли 9-месячные засухи. В это время водоемы мелели и испарялись. Почти вся растительность высыхала. Большую часть суперконтинента покрывали бесплодные пустыни. Растения, вынужденные выживать в подобных условиях, сильно изменились. Засухи полностью уничтожили древовидные плауны, многие виды споровых папоротников. Исчезли и хвойные деревья предыдущего пермского периода. Правда, их место быстро заняли новые, более приспособленные к нехватке влаги. Появились дошедшие до наших дней туи и араукарии. Некоторые хвойные в то время были травянистыми. У них отсутствовала твердая древесина стебля. Это позволяло растениям быстрее восстанавливаться с наступлением сезона дождей. Также по всему суперконтиненту стали распространяться саговники, гинго и другие голосеменные растения. Однако все же доминировать продолжали семенные папоротники. Среди этих растений летало и ползало множество насекомых. Сверчки, жуки, экзотические тараканы с большими мохнатыми лапками предпочитали высасывать растительные соки или питаться пыльцой. Зато хищные личинки насекомых часто пожирали себе подобных. Например, прожорливые моллютки жуков-долгоносиков поджидали добычу в шишках саговников. Но дальше всех зашли 40-сантиметровые мезотитаниды с зазубренными серповидными лапками, схожие по виду со стрекозами. Они убивали даже небольших земноводных. Для земноводных в Триасе вообще все пошло не так. Раньше они господствовали на планете, но в Триасе число этих любителей влаги стало быстро сокращаться. Пальма первенства перешла к многочисленным присмыкающимся, кого мы увидим во время прогулки по лесам триасового периода.
Великое пермское вымирание, которое только закончилось, перешагнули самые продвинутые формы рептилий. Среди них оказались, например, цинодонты, далекие предки млекопитающих. Небольшие зверьки размером не превышали ласку. Но мы вряд ли встретим цинодонтов во время похода по Триасовому лесу. И совсем не из-за их скромного размера. Животным приходилось выживать буквально под ногами крупных хищников. Весь день цинодонты прятались в лесу в глубоких норах, а ночью выходили искать себе пропитание. Зато мы можем столкнуться в триасовых чащах с настоящим динозавром. Но не следует ждать, что навстречу нам выскочит огромное кровожадное чудовище типа Ти-Рекса из фильма «Парк юрского периода». Скорее, первые древние ящеры не превышали размером пони и ели мелких позвоночных. Позже отдельные группы ранних динозавров перешли на диету с преобладанием растений. Леса разрастались, и им легко было найти пищу. Этому способствовали изменения климата. К концу Триасового периода он стал более влажным, и вся суша начала покрываться обильной растительностью. В лесах появились предшественники нынешних кипарисов, сосен и мамонтовых деревьев. Растительноядные динозавры тут же воспользовались этой скатертью-самобранкой. В таких лесах мы встретим небольшие стада первых прозауроподов. Через миллионы лет у них вырастут 10-метровые шеи, а огромные тела достигнут веса в десятки тонн. Пока же размеры этих ящеров были намного скромнее. Ноги у прозауроподов оставались вытянутыми, а не колоннообразными, как позднее. Зато они умели подниматься на задние конечности, чтобы дотянуться до молодых листьев на верхушках деревьев. В следующем юрском периоде на Земле стало неспокойно. Суперконтинент Пангея начал более активно распадаться на отдельные континентальные блоки. Между разломами возникали мелководные моря, континенты приобрели современные очертания. Разлом тектонических плит и возникновение материков сопровождались множеством извержений вулканов. В атмосферу попало огромное количество углекислого газа. Возник парниковый эффект. В результате среднегодовая температура на Земле выросла на 5 градусов Цельсия. Дожди стали более частыми и обильными. Большая часть Земли превратилась во влажные тропики и субтропики. Огромные территории покрылись пышными лесами. Они состояли в основном из семенных папоротников и нецветковых древесных растений. Благодаря теплу и частым осадкам деревья в лесах превратились в настоящих великанов. В наиболее жаркой части планеты широко раскинули листья уже знакомые нам саговники, внешне очень похожи на пальмы. Интересно, что это сходство сбило с толку даже знаменитого ботаника Карла Линнея. В своей системе классификации растений ученый поместил саговники в раздел пальм. Территории с более умеренным климатом зарастали высокими гинговыми деревьями. Кроны у этих растений такие, как у дубов, а листья небольшие и веерообразные. Деревья сбрасывали листья на зиму, что необычно для голосеменных. На Земле до сих пор сохранился один из их видов – гинго двулопастый. Рядом с саговником и гинго отлично уживались доисторические хвойные деревья. Мы сразу узнаем этих представителей юрской флоры. Ученые считают, что внешне они были похожи на современные тисы, сосны и кипарисы. Буйная растительность способствовала небывалому расцвету животной жизни. Леса кишели насекомыми. В зарослях растений ползали растительноядные жуки и муравьи. Уже летали первые бабочки. Они не питались нектаром, как современные, ведь цветковые растения появились лишь в меловом периоде. Ученые пытаются выяснить рацион бабочек юрского периода. Возможно, это был нектар шишек хвойных растений и саговников. Число пресмыкающихся стремительно росло. Они заняли господство на суше, в воде и воздухе. На вершинах деревьев нашли себе место археоптериксы, размером примерно с ворону, которые считаются промежуточным звеном между пресмыкающимися и птицами. Археоптериксы не порхали в небе, а скорее неуклюже планировали с ветки на ветку. На месте клюва у этих необычных существ находилась пара зубчатых челюстей, а на крыльях свободные пальцы. В лесах бродили стадо растительноядных динозавров. Большинство из них в юрском периоде тоже заметно подросло. И здесь лидировали зауроподы.
Внешне все ящеры этого вида выглядели похожими друг на друга. Их массивное, но относительно короткое туловище поддерживали 4 подобных колоннам ноги. Мы наверняка заметим, что эти гиганты четко распределили кормовую базу. Такие виды, как комарозавры, легко находили пропитание в нижнем ярусе леса. Относительно короткие шеи позволяли им объедать листья и молодые побеги в начале стволов гигантских деревьев. В отличие от них, огромные диплодоки обгладывали только верхушки. Они не могли так изогнуть свои безумно длинные шеи, чтобы дотянуться до нижней части крон деревьев. Диплодоки как гребнем счесывали острыми зубами все доступные им листья и побеги. Этим гигантам требовалось до тонны зелени в день. Когда пища заканчивалась, стадо гигантов, скорее всего, уходило на поиски другого места пропитания. В конце первого этапа юрского периода на планете похолодало. Некоторые территории начало затягивать льдом. Правда, ученые сомневаются в намерзании значительных ледяных шапок на полюсах. Высокие летние температуры, скорее всего, растапливали снег и не давали ему скопиться в одном месте. Хотя отдельные небольшие ледники могли все же образоваться на вершинах гор. В южном поясе по-прежнему распространялись рощи из саговников и древовидных папоротников, а около полюсов в лесах преобладали хвойные деревья. Им подходил полярный климат, жаркое лето и холодная, иногда снежная зима. На остальной территории планеты в смешанных лесах господствовали все те же нецветковые растения гинго и саговники. В их мужских шишках созревала пыльца, которую на огромные расстояния разносил ветер. Это позволяло растениям эффективно опылять женские шишки и распространяться по планете. Ну а территории, еще не занятые лесами, заполнили заросли травянистых папоротников и плаунов. Буйная растительность и теплый климат способствовали развитию всех живых существ. На суше легкое снижение температуры не повредило динозаврам, которые оставались самыми распространенными животными на планете. А в конце периода климат опять преподнес древним ящерам приятный сюрприз. После незначительного похолодания на Земле вновь потеплело. Температура достигла среднесуточного показателя 30 градусов Цельсия. Тогда образовалось 2 суперконтинента вместо одного. Пангея раскололась на Лавразию на севере и Гондвану на юге. Благодаря теплу и влаге большую часть суши круглый год покрывала пышная растительность. В лесах по-прежнему сохранялось много саговников, гинго и древовидных папоротников. Но и в целом на планете тогда преобладали хвойные деревья. Среди них доминировали араукариевые, которые распространились по обоим континентам. Эти гигантские вечно зеленые деревья уходили в небо на высоту более 60 метров. У них были просто необъятные стволы, а огромные шишки, свисающие с деревьев, напоминали сережки сказочных великанов. Пыльца из шишек этих деревьев разносилась на тысячи километров, образуя новые хвойные леса. К особенностям араукарии также относится редкое для растений свойство – веткопад. Так ученые называют возможность деревьев целиком сбрасывать облиственные побеги. Облиственные побеги. Несмотря на гигантский размер хвойников, в сезонные половодья их иногда смывали мощнейшие потоки воды. Многие деревья находили новый дом на песчаных илистых отмелях, где пускали корни в плодородную почву. Кроме того, они нередко укоренялись под слоями вулканического пепла, богатого минеральным удобрением. Так хвойные деревья быстро завоевывали новые территории. Буйная растительность способствовала еще большему расцвету животной жизни по сравнению со Средней Юрой. Леса и берега водоемов были полны разнообразными насекомыми. Появилось огромное количество пауков, и некоторые из них превратились в настоящих гигантов, как в фильмах ужасов. В Китае найден один из крупнейших известных ископаемых пауков с ногами более 5 сантиметров в длину. Расцвет флоры и фауны продолжился в последнем периоде мезозойской эры – меловом. Тогда, похоже, зеленая растительность достигла апогея. При путешествии в такой лес мы как будто попадем на огромную луну Пандора из фильма «Аватар», которая славилась фантастическими лесами. Представьте густые влажные чащи, где вершины деревьев теряются высоко в небе.
Стволы некоторых из них настолько огромны, что их, кажется, не обойти и за час. В дымке, которая висит в воздухе, видны силуэты причудливых существ. Из зарослей, сокрушая все на своем пути, пробиваются какие-то животные. Давайте разберемся, как природа создала эти фантастические пейзажи на Земле. Меловой период или мел наступил на Земле 145 миллионов лет назад. Это самая длинная эпоха мезозойской эры. Ученые разделяют ее на ранний и поздний мел. Ранний длился почти 45 миллионов лет и закончился 101,5 миллиона лет назад. Тогда, как мы знаем, на Земле существовало два огромных континента – Лавразия и Гондвана, и уже начался тектонический распад их на современные континенты. Климат на Земле в то время ученые считают относительно прохладным. Есть свидетельство, что на территориях ближе к полюсам обычным явлением были снегопады. В этих холодных зонах леса в основном заселяли хвойные деревья, а тропики стали более влажными, чем в Триасовом и Юрском периодах. В целом же на Земле в раннем меловом периоде температура была выше, чем сейчас. Очень влажный и теплый климат начала мела привел к дальнейшему распространению лесов. В них мы опять в основном встретим саговники и гинго, потому что цветковые в начале периода еще не появились. Также в зарослях оставалось много древовидных папоротников, а их травянистые родственники захватили те местности, куда не добрались леса. Некоторые лесные папоротники, чтобы избежать подобного переселения, отлично приспособились существовать в тени зеленых гигантов. В течение мелового периода на планете господствовал папоротник Polypodialis, который составлял 80% своего класса растений. Polypodialis уникален тем, что имеет фоторецепторы. Таким образом, подобные растения могут лучше выполнять фотосинтез при низкой освещенности, например, в тени огромных деревьев. Еще в тех лесах были распространены гнетофиты, которые принято считать переходной группой между голосеменными и цветковыми растениями. Некоторые принимали очень странные формы. Один из них, вельвичия удивительная, и сейчас встречается в пустынях Намибии и Анголы. Но его можно найти лишь на узкой полосе вдоль побережья, куда доходят туманы. Зеленому динозавру нужна влага. Одревесневший полый стебель вельвичии похож на перевернутый конус, порой диаметром более метра. Эта часть растения почти полностью погружена в песок. Сверху, в противоположном друг от друга направлении от нее, отходят два листа, которые растут на протяжении всей жизни вельвичии. Листья-долгожители могут достигать до 8 метров в длину и почти до 2 метров в ширину. Теплолюбивые деревья соседствовали с флорой умеренного пояса – дубами, буками, вербами, березами. В составе флоры остались и голосеменные хвойные, такие как сосны с секвоями. К концу мелового периода зеленые обитатели планеты стали еще более разнообразными, а леса – большими и густыми. Что они из себя представляли? По некоторым источникам тогда появились покрытосеменные растения, которые формируют цветки и плоды с семенами. Эти новаторы быстро завоевали территории, потеснив голосеменные и папоротникообразные. Меловые покрытосеменные принадлежали к вечнозеленым тропическим или субтропическим типам. Среди них мы встретим своих хороших знакомых из современного мира – эвкалипты, японскую айву, коричневые лавры, ореховые деревья, платаны. Так на всех континентах зеленели заросли сассафраса, листопадных деревьев и кустарников из семейства лавровых. Они широко распространены в наши дни. Можно предположить, что эти растения смогли преодолеть миллиарды лет эволюции благодаря своей уникальной неприхотливости. Сассафрасы способны пробиваться буквально из-под камней и годами расти на таком экстремальном месте. Монголии тюльпановые деревья, олеандры и розы уже украшали планету своими прекрасными цветами. На их фоне могли бы делать селфи динозавры, но, конечно, животным это не под силу. А вот мы во время путешествия обзаведемся здесь чудесными снимками на память. Интересно, что у всех этих лесов появились свои уборщики, термиты, которые разлагали растительные остатки и другие отходы. В позднем меле среди деревьев вообще летало и ползало огромное количество насекомых. Им не уступали пресмыкающиеся, которые буквально заполонили все уголки планеты в
тени деревьев обитало множество ящериц, черепах и змей, однако больше всего было динозавров. Представим, что мы отправились в путешествие по густым зарослям тропического леса возле теплой морской лагуны на территории современной Северной Америки. Это место наверняка было под завязку заселено разнообразными видами животных. Но мало кто мог сравниться с анкилозаврами, с ног до головы закованными в броню рыцарями мела. Все тело ящеров покрывал панцирь в виде костных наростов из шипов и пластин. Даже череп и внешняя задняя часть нижней челюсти у этого чудовища были бронированными. Мега-грозное вооружение. Только оно служило анкилозавру совсем не для нападения. Опасаться его нам не стоит. Животное питалось исключительно растительной пищей, а все свои устрашающие фишки динозавр использовал только с целью защиты от многочисленных хищников. Анкилозавры были массивными четвероногими существами с короткими мощными конечностями. Их брюхо обычно находилось очень низко, на расстоянии всего 30 сантиметров от поверхности Земли. Маленькие треугольные зубы и длинные гибкие языки свидетельствуют о том, что животные могли дышать во время жевания листьев. Это давало им возможность съедать даже более тонны зелени за день. Анкилозавры, как правило, питались растительностью на высоте 1 метра или ниже. Их рацион, вероятно, состоял из невысоких папоротников, саговников и других покрытосеменных растений. Да, в те времена было кому серьезно прореживать основания лесов. В чаще, по которой мы путешествуем, наверное, собирались на обед и другие травоядные динозавры. Маменчезавры, видимо, поднимали свои безумно длинные, как пожарные лестницы, шеи и обгладывали нежные молодые листья с верхушек деревьев. Млекопитающие позднего мелового периода на фоне удивительных ящеров казались скромными и незаметными. В основном это были зверьки, по виду и размерам похожие на современных мышей, но среди них встречались и совершенно удивительные создания. Например, кранопио с длинными передними зубами. Палеонтологи считают это млекопитающее сходным с причудливой саблезубой белкой скрата из франшизы «Ледниковый период». Кранопия, наверное, искал для пропитания шишки хвойных деревьев и другие упавшие плоды растений. Зверек держался настороже, чтобы не попасть в зубы какому-либо хищнику. Успел ли он пообедать? Не факт. Огромный астероид, который упал на планету в конце мелового периода, вызвал ужасные пожары, землетрясения, несколько лет ударной зимы и другие катаклизмы. Они уничтожили множество растений и животных. Однако суперлеса возродились. Многочисленные непроходимые чащи покрыли планету 66-23 миллиона лет назад, в палеогеновый период кайнозойской эры. Тогда, по сравнению с меловым периодом мезозоя, тепло отступило. В Антарктиде стало гораздо прохладнее, но мороз, скорее всего, там не был обычным явлением. В начале палеогена на большей части планеты сложился тропический и субтропический климат. Во многом уже сформировалась флора, преимущественно состоящая из покрытосеменных растений. Она образовала непроходимые леса, нескончаемые редколесья. Эти зеленые массивы смогли набрать силу во многом из-за вымирания динозавров, в первую очередь крупных растительноядных зауроподов. Некому стало вытаптывать деревья и тоннами объедать их листву. Благоприятный климат и изменения в животном мире послужили важными катализаторами радикальной перестройки лесной экосистемы. В позднем меле дождевые леса не имели сомкнутого полога, сложных многочисленных ярусов растений. В палеогене такая структура появилась. Новые леса обзавелись несколькими ярусами и стали более схожи с современными, чем меловыми. В этом большую роль отыграло также изменение пород деревьев. Отправившись в такой лес, мы встретимся со многими видами привычной флоры. Нас ждут пальмы, папоротники, фикусы, монголии, лавры, коричневые деревья, мирты и многие другие известные породы. Из хвойников мы чаще всего будем видеть тисы и секвойи. Наряду с цветковыми хвойные растения также играли важную роль в палеогеновых лесах. После мелпалеогенового вымирания произошли значительные изменения в составе этих растений. Например, араукариевым хвойным пришлось уступить свое место. Им на смену пришли сосны, включая вымершие виды, которые больше напоминали современные кипарисы. Густые леса, конечно, имели свои недостатки. В их глубинах было очень мало света, но природа не растерялась.
Деревья подросли, чтобы получить доступ к солнечным лучам. Появились растения-паразиты и разнообразные лианы, которые тянулись вверх по стволам зеленых гигантов. В палеогене процветали не только обычные леса, но и саванны, мангровые, склерофитовые заросли. Последние могли расти в особо засушливых условиях. Склерофиты – вечно зеленые кустарники или небольшие деревья с очень жесткими или даже колючими стеблями и листьями. Целый сезон такие экстремалы могли обходиться без воды. Еще для раннего палеогена с его умеренно теплым климатом характерны полярные леса. Их зеленым обитателям пришлось приспосабливаться к полугодовым арктическим суткам. В этом деревьям помогли некоторые изменения, такие как широкие листья. В целом это были удивительные леса. Пальмы росли на Аляске и в Северной Европе. Появились эвкалипты и значительно расширились места обитания секвой. Завсегдатаями в лесах и рощах палеогена также, например, стали потрясающие протеи. Эти растения сохранились до сих пор и известны своими уникальными соцветиями. Их цветы напоминают причудливые шапки или корзинки, разнообразные по форме и оттенкам. В многочисленных лесах палеогена нашло пристанище огромное количество живых существ. Если брать насекомых, то примечательным событием считается экспансия муравьев. В целом, в меловом периоде палеонтологи откопали лишь несколько их видов, составляющих 1% насекомых в целом, а в конце палеогена муравьи стали среди них доминирующими. В этих чащах мы найдем и множество пресмыкающихся. Как ни странно, они относительно неплохо справились с мелпалеогеновым вымиранием. Ни одно семейство не исчезло с лица Земли. Выжили ящерицы, 80% черепах, змеи. Нередко им удавалось высоко подняться по эволюционной лестнице, поскольку освободились многие ниши. В палеогене жила крупнейшая в истории змея – титанобоа. Если в лесу начнут трещать ветки и по направлению к нам, извиваясь, поползет такая себе гора мяса и мускулов в чешуе, то пора быстро искать укрытие. Титанобоа достигала длины 15 метров и веса более тонны. Она могла целиком проглотить меритерия или баритерия, которые были предками современных слонов. Но доминирующей группой животных после мелпалеогенового вымирания стали млекопитающие. Они с успехом заполнили многие ниши, которые освободились после исчезновения динозавров и многих других крупных пресмыкающихся. В лесах расплодилось бесчетное количество грызунов. Многобугорчатые достигли пика еще в раннем палеогене. Это отряд вымерших млекопитающих, известных уникальными зубами с многочисленными бугорками. Внешне они походили на грызунов и были размером от мыши до бобра. Пищи в густых лесах всем хватало. Климат был благоприятным, и некоторые из млекопитающих превратились в настоящих монстров. Если во время экспедиции в палеогеновый лес невдалеке раздастся характерное хрюканье, то нужно скорее искать укрытие. Да, мы услышим голос свиньи. Но какой? Гигантские хищные свиньи-энтелодоны достигали более 3 метров в длину и были очень агрессивными. Еще мы можем столкнуться с оленями, головы которых украшали немыслимые рога, более 3 метров шириной, собственные деревья на голове. Однако этих внушительных рогоносцев особо опасаться не стоит. Как и другие парнокопытные, они питались травой. Основная часть крупных млекопитающих обитала по берегам рек и озер. Туда приходили на водопой тапиры, бронтотерии, носороги и многие другие животные. Возможно, мы увидим, как из леса выходит утолить жажду огромный носорог индокотерия до 8 метров длиной. Но вряд ли кто-то узнает в этом животном носорога, потому что как раз рогов у него не было. И вообще, встречи с индокотериями тоже бояться не надо. Эти коротконогие носороги весом до 24 тонн обедали травой, нижними листьями и ветвями деревьев, а жирафы и хоботные животные обчищали верхние ветки. Во второй половине палеогена климат постепенно становился более континентальным. Появились первые ледяные шапки в Арктике и Антарктике. Тропические растения в северных лесах заменили листопадные виды – дубы, буки, березы, ольха, тополя, клены, а также хвойные. Чаще стали редеть, на их месте возникали саванны и кустарниковые заросли. Ученые считают, что суперлеса палеогена тогда исчезли с лица Земли. После этого они никогда больше не покрывали Землю.
Нет их и сейчас. Правда, в современном мире тоже существуют гигантские зеленые массивы. Самый большой на планете тропический лес Амазонки, также известный как дождевой лес или сельва. Второе место по площади занимает тайга, которая значительно превосходит размером сельву, но является сухим, а не тропическим лесом. Это гигантские леса, но в целом зелени на планете становится все меньше. За последние 8 тысяч лет человек уничтожил около 50% лесов, в том числе 75% в 20 веке, в периоде демографического взрыва. Место зеленых массивов заняли посевы, пастбища, поселения, пустоши. Из оставшихся лесов лишь 22% естественные экосистемы. И сейчас мировая общественность пытается остановить негативное влияние цивилизации, которое может полностью лишить планету глобальных лесов. Тогда все пойдет своим путем. Тогда все пойдет своим, естественным путем. Да, постепенно исчезнут многие виды, но их число займут новые, более приспособленные к окружающей среде растения и животные. Это наверняка будут удивительные создания природы, без которых полноценная жизнь наших потомков вряд ли возможна.